гормоны, глюкокортикоиды, кортизол и кортикостерон, и минералокортикоиды, то есть по-другому альдостерон. Несколько слов об этом. Итак, для чего необходим человеку кортизол? Давайте посмотрим. Итак, первое. Кортизол угнетает инфекции, является веществом, которое устраняет интоксикации, также участвует в процессах адаптации организма, усиливает гликонеогенез из белка и жира, которые способствуют отложению гликогена в печени. Далее, кортизол имеет диабетогонные действия и антиаллергическим действием и участвует в регуляции артериального давления. Дальше я расскажу, каким образом и как уменьшать альдостерон или повышать, и для чего это необходимо делать. Альдостерон нормализует, вернее, клиренс или баланс калия и натрия, или усвоение натрия и выведение калия, что фактически влияет на повышение давления и так далее. Также надпочечники вырабатывают катехоламины, то есть по-другому это адреналин и норадреналин. Для чего нам адреналин и норадреналин? Смотрите, адреналин участвует в сердечных сокращениях, ускоряет пульс, повышает артериальное давление, способствует повышению пульсового давления. Адреналин стимулирует гладкую мускулатуру бронхов, кишечника. Вы, наверное, заметили, что в случае, если у человека повышается давление, то у него появляется диарея или диспепсия. Также участвует сокращение мышц матки, селезенки. Адреналин усиливает распад гликогена. Именно поэтому, если человек испытывает стресс, то у него происходит распад глюкозы. То есть на фоне стресса часто люди начинают: что, товарищи? Отвечая: худеть. То есть человек, испытывая стресс, постоянно начинает худеть. Это и ему хочется кушать. Почему ему хочется кушать? Глюкоза падает, появляется голод, человек начинает заедать. Второй вариант: распадает жир или распадается гликоген, накопившийся в печени на фоне появляющегося или увеличивающегося инсулина. И это тоже, в свою очередь, приводит к тому, что теряется аппетит. То есть реакция разных людей на формирование и появление или синтез адреналина различный. Адреналин усиливает распад гликогена, липолиз. Адреналин и норадреналин связан альбумином. Альбумин – это белок, который у нас формируется и у нас вырабатывается или синтезируется нашей печенью. Но смотрите, как интересно дальше. Оказывается, в случае, если у человека есть проблемы печени, холецистит, дискинезия желчных протоков, если у человека есть заболевание печени, жировой гепатоз или стеатоз, правильно говорить, или гепатит, то это может, или человек пьющий, у него на этом фоне там алкогольный стеатоз, жировое перерождение печени, закрыт желчный пузырь, воспаление желчного пузыря, как при холецистите или хоцистопанкреатите, допустим, то это часто может приводить вот к чему. Смотрите, там закрывается все, альбумин не вырабатывается, потому что альбумин должен вырабатываться и выходить с желчными кислотами нам в желудок, после чего усваивается, и после этого не забирает из нашей крови адреналин, и адреналин накапливается, что повышает давление в свою очередь, что повышает у человека холестерин, что приводит человека к появлению неврозов и так далее. Именно поэтому я очень часто говорю, что тибетская медицина, как говорят у нас в Одессе, таки была права. В чем она была права? Тибетская медицина говорит о том, что основа человеческого здоровья всегда находится в здоровье его печени, ну и в его нервном состоянии, ну и, конечно же, в его желании жить. Да? Там говорится о том, что человек не должен быть злым. То есть это у них называется омраченность и считают, что быть добрым хорошо, это для здоровья хорошо. Но об этом потом. Ну и поэтому для чего вообще забыл о норадреналине? Норадреналин, в свою очередь, тоже нам необходим. Дело в том, что норадреналин у нас влияет на дофамин
Именно поэтому в случае, если у нас желчный пузырь закрыт, печень больная, у нас норадреналин выделяется неправильно, адреналин шурует по полной программе, появляются запоры, появляется язвенный колит, появляется гастрит, появляется заболевание панкреатит, появляется эзофагиальный рефлюкс, на этом фоне появляется артериальное давление, ожирение и так далее. И это все связано у нас с закрытым желчным пузырем. Появляется депрессия, нет никакой радости, а там желчный, он пульсирует, он воспален, он хочет освободиться. Вот, представляете? Одна страница есть. Переходим ко